Сегодня второе воскресенье декабря, это значит, что мы зажигаем вторую свечу на второй адвент. И также мы зажигаем первую свечу. Эти свечи должны гореть вместе. Всем огромный привет, меня зовут Инна и добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в третье видео. Сегодня мы будем украшать вот эту комнату, это мой коридор. У меня коридор довольно-таки большой, здесь у меня есть камин, лестница, кофейный столик, который нам нужно сегодня украсить. Я уже украсила лестницу, не стала снимать весь вам процесс, как я крепила гирлянды и все тому подобное, потому что такое видео у меня было в прошлом году. Чем я крепила гирлянды, как я их фиксировала, все это есть в том видео, так что я оставлю ссылочку здесь и внизу в инфобоксе, переходите, не ленитесь и смотрите это видео. Что мы видим на лестнице уже, это две гирлянды, и они пластмассовые. Здесь я прикрепила шишки. В этом году я не буду снимать эти шишки, когда буду убирать уже гирлянду, потому что каждый год они у меня присутствуют. Мне очень нравится, когда присутствуют природные материалы в декоре. Также я разъединила на отдельные вот такие перышки, огромное вот это перо жар птицы, и повставляла его вот сюда, в эту гирлянду. Гирлянда у меня уже с подсветкой, и мне не нужно было наматывать на нее отдельно гирлянду с лампочками. В этот раз не стала вешать цветы, а сделала вот такой красивый бант. В этом году мне захотелось больше природных цветов, но и гламур никто не отменял, конечно. Для того, чтобы гирлянда заиграла другими красками, мне захотелось добавить еще больше вот этих бантов. Я сейчас покажу вам, как их сделать. Поехали! Нам понадобится лента из мешковины. Покупала я ее в цветочном магазине. Ширина ленты 5 сантиметров. Мои бантики не будут крупными, поэтому я беру 38 сантиметров. Сердцевина будет также из этой ленты. Я беру 10 сантиметров. И хвостики у бантика 52 сантиметра. Нахожу середину и проклеиваю горячим клеем. Теперь беру один и второй край и соединяю их. Вот что должно у нас получиться. Складываю их друг на дружку, крест-накрест. Проклеиваю клеем и третью ленту кладу вот так ровно и проклеиваю. На один край наношу клей, делаю вот такое колечко и теперь стыком вниз приклеиваю на горячий клей. Бант уже практически готов, осталось нам приклеить хвостики. Самую длинную ленту я складываю пополам и немножко раздвигаю ее по диагонали. И буду приклеивать не с середины, а ближе к краю. Для того, чтобы хвостики были длиннее. Теперь делаю красивый срез по диагонали. Давайте сделаем еще один красивый бант. Для этого нам понадобится 4 ленты по 38 сантиметров, 2 ленты по 28 сантиметров, сердцевина, небольшая ленточка 10 сантиметров и красивые хвостики 52 сантиметра. Теперь будем собирать бантик. Этот бант немножко будет выглядеть по-другому. Здесь я немножко не подрасчитала, и получилось, что вот эта вот деталь у меня лишняя. Если я думала его сюда приклеивать, но получается очень громоздкий, такой некрасивый бант. Мне так не нравится. Я оставлю только вот этот и приклею сейчас сердцевину. Вот так намного лучше. Вот эти хвостики непослушные, они постоянно хотят завиться в какие-то стороны, но со временем они распускаются. Вот такие два прекрасных банта у меня получились. Сейчас будем их крепить.
вот окончательный результат, что у меня получилось, мне очень нравится. Сейчас мы с вами будем украшать мой камин. Здесь у меня на этой гирлянде тоже вот такие шишки. Я прикрутила вот такие небольшие шарики, они были на проволоке уже. И я кладу эту гирлянду, она уже тоже с подсветкой, я кладу ее на камин. Ставлю вот эти большие красивые подсвечники с белыми свечами на камин. Вот такие красивые нежные свечи в хрустальных подсвечниках. Вставляю вот эти красивые перья тоже сюда в гирлянду. И в середину между свечками я хочу поставить вот такую вот керамическую надпись. Здесь написано Good Yule, что обозначает Merry Christmas, с Рождеством. Но она у меня вот низко вот так стоит. Я взяла вот такие два подсвечника, они будут служить мне как ножками, подставками. Ну как-то так получается. Вариант номер 2 – это вот такая красивая звезда. Она тоже идет с подсветкой. По-моему, только здесь нужно поменять батарейки. Да, батарейки нужно поменять, но она тоже светится. Как вам больше нравится, напишите. Я не знаю, что оставить пока на данный момент. Мне нравится немножко больше вот эта керамическая надпись. Ну и завершающим этапом я хочу повесить вот этот красивый бант вот сюда в середину. Здесь вот эти непослушные хвостики, они постоянно завиваются в разные стороны. Знаете, как непослушные локоны. С одной стороны красивый локон получается, с другой нет. Так, та же самая история с этими бантами, с их хвостиками. Я, наверное, возьму все-таки пароотпариватель и отутюжу вот эти вот хвостики, потому что мне хочется, чтобы они были более ровные. У меня камин не настоящий, поэтому я наливаю вот в эти контейнеры, которые находятся здесь, в самом камине, специальную жидкость. Зажигаю камин, и он горит настоящим огнем. На этот маленький кофейный столик я хотела поставить только свеч в красном таком венке. Но
Я купила один венок, завтра я пойду докуплю еще один венок. Мне кажется, мне не хватило вот этого венка, и я докуплю завтра еще один точно такой же и расправлю его в эту сторону. Эти ягодки я заправляла вовнутрь, а те будут снаружи, будет красиво. Будет широкий, красивый, пышный венок. И вот этот красивый Дед Мороз отправляется вот сюда. Стоять здесь, охранять мой цветок. Последний штрих – это венок на дверь. Вот этот красивый венок я делала в прошлом году. У меня также есть отдельное видео, как сделать такой венок. И основание я делала сама, и вот эти все украшения. Давайте повесим вот этот красивый венок на дверь. Давайте украсим кофейный столик у меня в зале. И я долго искала какой-то красивый поднос. Мне очень хотелось, чтобы поднос был весь зеркальный. Но я пока такой не нашла, поэтому я немножко переиграла. Взяла вот этот поднос, который у меня был в прошлом году здесь на столе. В этом году я его поставила на кухню, но забрала оттуда, потому что другого подноса подходящего у меня нет. Вот эти подсвечники были золотого цвета, мне сюда нужны были белые, я не захотела покупать новые, и я взяла просто их и покрыла краской из баллончика. Ставим сюда два подсвечника. У меня есть вот такие красивые яблоки. Одно вот такое серебряное и другое деревянное. Вот это деревянное я люблю намного больше, чем вот это серебряное. Но мне кажется, в этом году оно будет больше подходить мне сюда. Хотя и вот это деревянное, оно смотрится круто. Я не знаю. Мне нравятся они оба. Ну, давайте поставим серебряное все-таки. Сегодня буквально я была в магазине и купила вот такие красивые с ягодками, с белыми. Здесь есть даже бусинки. Мне они очень понравились, решила их купить. Также есть вот такие ветки, покрытые блестками. И обычные зеленые. Для того, чтобы заполнить вот эти пустоты и скрыть вот эти вот палки, я кладу сюда шишки. Ну и на подсвечнике я вставлю свечи разных размеров. Вот такая нежная композиция получилась у меня в этом году. Вот такой бы вариант получился, если бы я оставила это деревянное яблоко. Мне, если честно, нравятся оба варианта. Напишите в комментариях, какой вариант вам понравился больше. Серебряным яблоком или вот с этим деревянным. Но у меня на этом все на сегодня. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы немножко вдохновились, взяли какие-то идеи для себя. Но у меня на этом все. Я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до свидания. Всем пока. До новых встреч. Увидимся скоро.